Когда мужчина и его жена решают взять из приюта нелюбимого кота, волонтеры выступают против этого, но, глядя на особенного кота, они убеждаются, что он должен быть с ними. Несколько недель спустя он пережил потрясение всей своей жизни. Майкл и его жена Микаэла вошли в хорошо освещенную комнату приюта для животных. Они сообщили об этом женщине, ответственной за усыновление, и им предложили выбрать кошку. Было слышно тихое мяуканье и мурлыканье бесчисленных кошек, борющихся за внимание. Но среди всего этого шума одна кошка тихо сидела в глубине своей клетки, не издавая ни звука. Когда они проходили мимо клетки, кошка подошла ближе. Казалось, она проявила большой интерес к мужчине и его жене. Кошка была необычной. У него не было переносицы, что придавало ему уникальный, слегка приплюснутый вид, который многие находили отталкивающим, но для Майкла это было интересно. Он спросил о коте, но сотрудники приюта, похоже, были против того, чтобы они приютили конкретного кота. Они описывали его как неподходящего, но Майкл не мог отделаться от ощущения, что это именно тот кот, которого они должны были привезти домой. Они объяснили ему, что у предыдущей владелицы кота, известного как Монти, было слишком много кошек, и она была вынуждена отдать некоторых из них на усыновление, одним из которых был Монти. Печально, что после этого Монти так и не нашел дом, который принял бы его таким, какой он есть. «Вы уверены?» — осторожно спросил волонтер из приюта, когда Майкл опустился на колени перед клеткой. Майкл без колебаний кивнул. «Да, мы уверены, что Монти заслуживает дома, и мы будем этим домом». Микаэла сжала руку мужа. «Он идеален. Только посмотрите на него». Она тепло улыбнулась, когда их взгляды встретились, и в янтарных глазах Монти смешались любопытство и спокойствие. Когда выбор был сделан, Монти уложили в мягкую переноску, и они покинули приют. В машине Майкл размышлял о том, почему они приняли решение взять еще одного кота. Кошка. У них уже было двое – Микель, энергичный трехлапый кот, и Молли, крупная, нежная кошечка, которая была их компаньоном в течение многих лет. Оба кота были очаровательны. Жизнь с ними была радостной, но недавно Майкайла тяжело пережила потерю. Ее отец скончался, оставив пустоту в ее сердце. Поскольку его жена любит кошек, Майкл решил, что появление в их доме еще одной кошки пойдет ей на пользу. Он знал, что появление Монти поднимет настроение, зная, какую особую связь могут создать животные, и Монти просто казался ему лучшим котом. Он был прав. В тот момент, когда они привезли Монти в дом, стало ясно, что он изменился. Монти не убегал, не исследовал и не прятался, как большинство кошек в новой обстановке. Вместо этого он спокойно наблюдал за происходящим, спокойно сидя, пока кот Микель с любопытством приближался, похлопывая Монти единственной лапой по спине. Монти не испугался. Вместо этого он просто замурлыкал и потерся носом о голову Михаила, как будто тот был его братом. В некотором смысле он знал, что теперь он стал частью семьи. В течение следующего дня Монти так хорошо вписался в семью. Его присутствие преобразило его. Дом Майкла и Михаилы превратился в спокойное место, где любовь и взаимопонимание царили без особых усилий. Чем больше они проводили времени с Монти, тем больше любили его. Его милая, спокойная натура покорила всех, даже Молли, которая обычно была равнодушна к новичкам. Каждый вечер он сворачивался калачиком рядом с Монти, и они вдвоем создавали в гостиной умиротворяющую, почти медитативную атмосферу. Они очень хорошо ладили и даже стали лучшими друзьями. Что касается Микеля, то трехногий кот стал игривым компаньоном Монти, и его часто видели гоняющимся друг за другом по дому, несмотря на их общие физические различия.
Дни превратились в недели, и семья привыкла к присутствию Монти, но способность Монти незаметно очаровывать их была лишь верхушкой айсберга для семьи. Однажды ночью, спустя несколько недель после появления Монти, Майкл испытал сильнейшее потрясение в своей жизни. Он проснулся от легкого толчка в щеку. Когда он открыл глаза, то увидел Монти всего в нескольких дюймах от своей головы, который настойчиво теребил его лапами. Это показалось странным. Монти спал с ними, и он ни разу не разбудил его среди ночи. Сбитый с толку, Майкл сел, пытаясь понять, чего хочет его кот. «В чем дело, Монти? Ты голоден?» — спросил он его. Пока он молча ждал, что Майкайло замурлычет или что-нибудь в этом роде, он услышал это. Слабый, но безошибочно узнаваемый звук, издаваемый Майкайлой, которая тяжело дышала рядом с ним. Ее астма, с которой обычно удавалось справиться, обострилась во сне, и она боролась с ней. Монти, который спал у ног Майкайлы, почувствовал что-то неладное и немедленно насторожился. «Майкл!» Майкл запаниковал. «О, боже мой!» Он быстро потянулся к ингалятору Майкайлы, который обычно лежал на ее прикроватном столике, но его там не было. Там Монти, который, казалось, теперь понял, что ищет его хозяин, бросился в гостиную и вернулся с ингалятором во рту. Майкл был потрясен и впечатлен одновременно. Он взял у него ингалятор и погладил его. «Молодец, Монти», — сказал он ему и бросился к жене. Он осторожно помог ей сделать несколько вдохов. Постепенно ее дыхание выровнялось, и напряжение в комнате начало спадать. Когда ее жена пришла в норму, Майкл не мог в это поверить. Монти спас ей жизнь. Он сидел на краю кровати, прижимая к себе жену. Его сердце все еще колотилось от охватившего его страха. Он не мог удержаться и бросил взгляд на Монти, который спокойно сидел у его ног. Его большие янтарные глаза смотрели на них так, словно не произошло ничего экстраординарного. Но Майкл знал, что это не так. Эта особенная маленькая кошечка сделала нечто невероятное, за что они никогда не смогут отплатить. Майкайла, все еще задыхавшаяся, но уже пришедшая в себя, протянула к Монти дрожащую руку. Сказал: «Спасибо, что разбудил своего папочку и спас мне жизнь, Монти», — прошептала она, и ее голос был полон благодарности. Монти забрался к ней на колени. Он нежно прижался головой к ее руке и тихо замурлыкал, как бы говоря: «Не за что». На следующее утро до них в полной мере дошло, что натворил Монти. Майкл и Микаэла не могли перестать говорить о случившемся. Тот факт, что Монти разбудил Майкла как раз вовремя, чтобы спасти его, озадачил их. Микаэла была благодарна Монти. Она решила опубликовать это событие в своем аккаунте на Facebook, чтобы похвалить Монти. Она хотела показать миру, что внешность Монти не имеет значения. Он был особенным, и он спас ее. Она сфотографировала Монти и опубликовала его с подписью «Это Монти». Несколько недель назад мы взяли маленького Монти из приюта для животных. Когда мы впервые встретились с Монти, у нас не было сомнений, что он переедет жить к нам. Его особая внешность делает его невероятно милым, но его индивидуальность, которую он проявил с самого начала, редка, как бриллиант. Прошлой ночью он спас меня от приступа астмы. Мой муж, который крепко спал, не слышал, как я сопротивлялась, но подталкивал его локтем, пока он не проснулся. Кроме того, он взял ингалятор из гостиной, где мы его оставили, и принес его нам. Я очень горжусь тем, что Монти с нами. Усыновить его — это лучший выбор, который мы сделали. После публикации фотографии Микаэла тепло улыбнулась, продолжая поглаживать Монти, который теперь занял свое любимое место на коленях Майкла. Шли дни, и связь Монти с семьей еще больше укреплялась.
Он по-прежнему оставался спокойным и любящим человеком, на которого они привыкли полагаться, но теперь, после случая с астмой, они заметили, что что-то изменилось. Монти стал беспокоиться о безопасности Микаэлы. Всякий раз, когда Микаэла чувствовала себя неважно, был ли у нее просто напряженный день или просто болела голова, Монти подбегал к ней и тихо садился рядом, словно предлагая утешение. Он словно стал ее молчаливым защитником, который всегда был рядом, когда она больше всего в нем нуждалась. Однажды вечером Майкл вернулся домой с работы и обнаружил Микаэлу и всех кошек, уютно устроившихся на диване. Он не смог удержаться и сфотографировал этот момент. Он улыбнулся, глядя на фотографию, и мысленно вернулся в тот день, когда в их жизни появился Монти. Он был прав. Усыновление Монти помогло Микаэле вылечиться, но самое главное, он приобрел кошку, которая заботилась о ней. Кто бы мог подумать, что самый нелюбимый кот в приюте окажется самым любящим из них, вслух удивился Майкл. Несколько недель спустя, когда они сидели на диване и смотрели телевизор, Монти уютно устроился между ними, довольно мурлыча. Майкла поразило, как сильно изменилась их жизнь с появлением Монти. Маленькая кошечка принесла с собой не просто комфорт и дружеское общение, но и невысказанную связь, которая превосходила все, что они испытывали раньше. Монти отплатил за проявленную к нему доброту, любовью и преданностью, которые превзошли все ожидания, и благодаря этому он стал больше, чем просто частью их семьи. Он стал их опекуном, другом и постоянным напоминанием о том, что любовь во всех ее проявлениях может приходить из самых неожиданных мест. Что вы думаете об этой истории? Вы когда-нибудь заводили кошку, а потом выяснялось, что это было лучшее решение на свете? Что заставило вас так думать? Поделитесь с нами своей историей в комментариях ниже, мы будем рады ее услышать. Увидимся в следующем выпуске.